В такие минуты трудно понять, где заканчивается реальность и начинается мечта. Всех приветствую на канале моих зрителей, моих подписчиков. Сегодня, на обзоре чайник электрический с Алиэкспресс. Заказывал на распродаже, обошелся 1300. Доставили быстро, курьером, за 5 дней. Ну и давайте знакомиться. Значит, это у нас Redmond RK Sky Kettle 6214S. Температура подогрева 40-100 градусов, регулируется через приложение, работает с Алисой, автоотключение, цветомузыка, Smart Boil, то есть время кипячения, чтобы не перекипятить. Ну это когда, допустим, жесткая или мягкая вода, время можно задать. Мощность 2200 Вт, 1,7 литра. Кстати, в приложении можно следить за расходом электроэнергии. Здесь мы видим, показано, что со смартфоном через Bluetooth 4 60, 78, 100 вот такими цветами загорается. Чайник имеет очень много функций, вплоть до того, что даже ребенок может с ним поиграть. Если после моего обзора какие-то останутся вопросы, не стесняйтесь, задавайте мне их в комментариях. Так, ну давайте внешний вид рассмотрим. Так, подставочка. Ну я скажу, подставочка очень легкая, шнур очень короткий. Можно вытащить, удлинить. Но все равно коротковатый. Я, наверное, шнур заменю на свой подлиннее. Так, ребята, разобрал, знаю слабые места у чайников. И вот что Тефаль, что вот этот чайник, все одно и то же. Опять такая же ерунда. Здесь все медь, контакты медные, да, у самой вот этой фишки. А провода подходят с остальными, значит, разъемами. Но постепенно здесь будет электрохимическая коррозия и контакт отгорит. Поэтому я снимаю и все пропаиваю хорошенько. Это будет лучше. Вам тоже советую также поступить. Так, это возможно. Так, вращающаяся подставка, 360 градусов. Здесь у нас наклейки, надо будет содрать. Термостойкий пластик. Сам пластик, я бы сказал, такой цвет, ну, пойдет, в принципе, надо привыкнуть. Не глянцевый, матовый. Так, открывается крышечка полностью. Легко залить воду. Здесь есть сеточка, которая к стеклу, кстати, и не прилегает. Надо посмотреть, почему не прилегает. Видите, есть зазор. По идее, вот он не должен вот так отходить. И, в общем, это надо разбираться. Когда вода идет, наверное, напором воды ее прижимает. Так, ну все понятно. Наклоняем чайник и видим, прижимается. Так, здесь видно нержавейка, нагреватель и термодатчик. Вокруг видно светодиодная лента многоцветная. Ну, 1,7 литра. Так, и еще 500. Да, все по отметочке. Соответствует действительности. Хотя с виду выглядит меньше. За счет стекла такой визуальный обман. Сверху кнопки управления. Если, допустим, нет под рукой смартфона, можно все это мануал вручную назначить температуру. Очень удобно, кстати, молодым мамам, да, если есть новорожденный ребенок, там надо смеси разогревать до 40 градусов. Здесь точно можно выставить и поддерживать, что в простом чайнике невозможно. Итак, давайте, ребята, вручную включим чайник, проверим мощность. Включил. Так, синяя LED подсветочка, и видим, потребляет 1757, ну почти 1800. 1800, ну до 2 киловатт даже не дотягивает.
То есть, ну, тут как китайцы обычно любят немножко приврать, завысили. По ваттам, ну ладно. Я боюсь сжечь, но можете видеть, что зашипело и не работает защита. То есть можно сжечь этот чайник, если включить пустой, без воды. Так, ребят, догадался, как подключиться. Это значит, берете, нажимаете кнопку пуск, удержите 5 секунд. Раздается звуковой сигнал. Вот смотрите. И начинают вот бегать светодиоды. Вот. Посмотрите, вот так они бегают. И после этого нажимаете на смартфоне подключиться. И все подключается. Вот, добавлю новое устройство. Перейти к управлению. Так, чайник находится на кухне, но мы можем в другой комнате управлять им. Давайте посмотрим. Вот их включить. Нажимаю. Все, видите, идет нагрев. Так, вот здесь вот. Давайте, первая вкладочка, это значит управление называется. Здесь сверху можно посмотреть, сколько включений, сколько киловатт мы уже сожгли. Здесь в настройках можем выбрать звук на чайнике, включить-выключить, длительность кипения, то есть можно задать плюс-минус. Это для жесткой воды полезно. Так, световая индикация, включить-выключить. Так, сверху еще есть свежая вода, упоминание. Если у вас там 2 дня стоит вода, и она устарела, вам, значит, телефон напомнит заменить воду. Так, здесь видим в левой части нагрев. Мы можем выбрать. Нажимаю здесь эко. Здесь уже предустановленные температуры. И здесь вот, если мы нажимаем, можно выбрать вплоть до градуса температуру. Нам необходимо. Здесь кнопка включения и показывает температуру на данный момент. Здесь кипячение, здесь функция термоспот, да, выбрать и поддерживать. Дальше здесь вторую, здесь подсветку включить можно и выключить. Это сейчас мы вот вкладочка сверху указана как ночник. Вот ночник мы включаем и выбираем температуру, так, цвет ночника и переливание, допустим. Выберите скорость перехода, то есть можно одноцветную выбрать подсветку, можно, чтобы были переливания, такие переходы. Так, дальше выходим в кипячение тоже указывается. Более красный, это более горячий. Так, здесь дискотека, то есть включена музыка, допустим, на кухне, и чайник будет под музыку моргать. Вот. Но я попозже вернусь к чайнику, мы эту функцию затестим. Ну и тут игры для детей, значит, тренируй память, угадывай цвета, в общем, и нажимай. Я не буду в эти игры пока играть. Думаю, не столько интересно никому они. Хотя. Дальше, третье, расписание. Есть такая функция, как расписание. Допустим, я утром хочу, чтобы мне до 50 градусов нагревался чайник. И я выбираю по расписанию здесь. Вот. Видите, нагрев. Дальше 49 или вот 50 градусов. И дата. Допустим, в понедельник я хочу, чтобы у меня вот было и ежедневно. Указываю, да, повторить. Можно несколько предустановок сделать, там в обеденное время еще включался чайник. В общем, расписание. С расписанием все понятно. Можно выбрать. Так, третье, рецепты. Здесь уже готовые напитки, рецепты. Они загружаются, вот можно почитать, кому интересно, кто увлекается различными видами чая. Ну и добавить их в закладки, эти рецепты, которые понравятся. Так, ну вроде пробежались
по приложениям. Довольно-таки удобная. Ребят, хочу отдельно показать, как в приложении можно задать температуры, которые она будет поддерживаться. Функция термоспот. Маленько тут я разбирался, и оказывается, не все очень просто. Значит, когда у нас горит вот тут красный ореол, это у нас говорит, что будет функция кипячения. И когда мы включаем кнопку, да, и независимо какая здесь температура, будет кипячение. Но нам надо, допустим, вот мы вот сейчас выключим, да, выключаем кнопку. Идет только кипячение. Нажимаем, все, кипятим. Теперь термоспот. Мы должны нажать эту кнопку, нажать вот сюда, смотреть, чтобы красный ореол потух. И теперь задаем температуру, вот сейчас 46, и задаем 50. Ну или с предустановленных, да, вот тут зеленый чай, тут есть. Вот, 50. Теперь все это дело проверяем и нажимаем на эту кнопочку. Пузырьки пошли, процесс пошел. То есть мы видим 45 градусов, и как дойдет до 50 градусов, нагревание чайника прекратится и будет поддерживаться эта температура целый день. Вот такая есть функция полезная. Думаю, молодые мамы там с детьми оценят, да? Детское питание, там нужна вода, какая-то температура определенная. Ну, в этом чайнике можно это дело задать. И не пользоваться все время градусником. Градусник уже встроен в сам чайник. Так, 50 градусов. Открою крышечку. Так, ну показывает, ну может не точно сам приборчик, но вот в пределах того. 48,3. Включаем музыку. Значит, мы наваливаем бас. Купа так не любят нас, не любят нас. Остановить эту музыку, она не дает покоя мужику. Покупайте с купонами, со скидками. Сейчас действует минус 200 рублей. И я говорю, если целый год по динамике 1500 стоит такой чайник. Ну а в России, если аналоги смотреть, и 3-4 тысячи он стоит. Заказывайте с Алиэкспресс по 1300, доставка мгновенная, и у вас будет дома стоять вот такой прекрасный чайник. Полистать можно, выбрать себе чайку с утра. Умная техника, электроника, что вы хотели, интернет. Все сейчас уже везде чипы стоят. От этого не уйти, надо делать свою жизнь легче. Умный дом, так называемая функция, да, окружать себя. Мне вот, допустим, иногда было напряжно там, захотел я там чайку попить, это надо идти на кухню, нажать кнопку, чтобы не стоять, не ждать, да. Там ушел, пришел, уже оно вместо 50 градусов, ну какой я люблю чай, оно уже вскипятило. Потом ждешь, пока остынет. Покупкой довольны, я могу вам смело рекомендовать этот чайник. Довольно-таки качественно, все функции заявленные, кроме мощности, да, 2200, это как бы, не знаю, зачем они написали везде на коробке, 1800, слишком мощное зачем? Ну, на пару минут быстрее согреется, но это нагрузка, значит, на сеть электрическую в доме. Можно и 5 киловатт чайник сделать, но только не у каждого, значит, розетки, там, автоматы все выдержат эти киловатты. Поэтому более щадящий 1800. Было бы честно. Ну, кстати, а если вот так вот и можно и открыть спор, и сделать себе чайник еще дешевле. В общем, смотрите мой канал. Всегда говорю честно о каждом товаре. Без всяких прикрас. Алиэкспресс мне не доплачивает никаким образом. Покупаю для себя, делаю обзор, распаковки, делюсь с вами. Не забывайте пальчик вверх, делиться этим видео в соцсетях. На этом всем огромное спасибо и до новых встреч.